Сегодня утром Олег Газманов сделал шокирующее заявление по поводу трагической смерти Юрия Шатунова. Лев Лещенко, Игорь Николаев, Никита Михалков, Сергей Жуков, Олег Газманов уже больше месяца заботятся о семье Юрия Шатунова и способствовали присуждению Юрию Васильевичу звания народного артиста России. Однако неравнодушные артисты пошли дальше и помогают следствию в розыске убийцы Юрия Васильевича. Лев Лещенко и Игорь Николаев, которые еще в 90-е годы пользовались популярностью у криминальных авторитетов, даже подключили былые связи для поиска преступника. А Олег Газманов и вовсе заявил, что знает преступника и готов назвать его имя. Известный певец с разрешения Следственного комитета предоставил подробности дела о трагической смерти Юрия Шатунова. Хорошо известно, что Юрий Васильевич ушел из жизни в результате инфаркта миокарда. Однако не все знают, что за год до трагедии Юрий Шатунов проходил диспансеризацию и у него не было выявлено проблем с сердцем. После смерти Юрия Шатунова при вскрытии в организме артиста был обнаружен сильно действующий медицинский препарат, который он принимал как минимум за 24 часа до трагедии. Олег Михайлович даже смог назвать примерную схему преступления. В ту злополучную июньскую ночь 23 июня Юрий Васильевич после концерта уезжает вместе с 4 бизнесменами на загородный отдых. Среди этих людей есть первый преступник, уверен Олег Михайлович, который добавляет Юрию Шатунову в напиток сильно действующий медицинский препарат в двойной дозе. Через несколько минут Шатунову становится плохо, и друзья в кавычках вызывают скорую помощь. И в этот момент появляется второй преступник, уже конкретное лицо, который на 100% виновен в смерти Юрия Шатунова. Это врач Домодедовской больницы 52-летний Тони Хейтс. О нем более подробно. Тони Хейтс родом из Мюнхена, врач из Германии, который год назад переехал в Россию и устроился работать в Домодедовскую больницу. При проверке телефона врача было установлено, что Тони Хейтс контактирует с Андреем Разиным. Ну и самое главное, как установила медицинская экспертиза, Юрия Васильевича можно было спасти, но ему не оказали своевременную помощь. Именно Тони Хейтс – это последний врач, который пробыл с Юрием Шатуновым 2 часа в реанимации, после чего известный артист скончался. После трагической смерти Юрия Шатунова известный академик, врач-кардиолог Михаил Соколов заявил: «Случай с Юрой был далеко не безнадежен. В этом случае даже врач средней специализации мог оказать помощь больному и спасти его от летального исхода». Учитывая тот факт, что Тони Хейтс был известным медиком с 30-летним стажем работы, смерть Юрия Шатунова кажется как минимум странной. По данным следствия, на данный момент арестованы главные виновники смерти Юрия Шатунова. Это известный бизнесмен Андрей Бузина, который был с Шатуновым на загородном отдыхе. Это немецкий врач Тони Хейтс, который не оказал Юрию Васильевичу медицинскую помощь. И, наконец, музыкальный продюсер Андрей Разин, который посылал угрозы в адрес Юрия Шатунова. По словам Олега Газманова, чтобы замкнуть эту цепочку, осталось найти заказчика и причину преступления. На данный момент семья Юрия Васильевича находится в полной безопасности. Решается вопрос о ее переезде в Россию.